Рецепт будет простой, но блюдо получится очень вкусным и полезным для здоровья. Небольшой кусочек тыквы очищаем от семян и от кожицы. В очищенном виде понадобится 130 граммов тыквы. Ее натрем на крупной терке или на терке среднего размера. Одно крупное яблоко весом 250 граммов я натираю на той же терке. По желанию кожицу яблока можно почистить. Я ее не очищаю, потому что мне так нравится больше. Измельченное сладкое яблоко отправляем к тыкве. Затем к этим сочным ингредиентам добавим 100 граммов овсяных хлопьев. Это 1 стакан на 200 миллилитров. Сразу же перемешаем, чтобы овсянка начала набухать в соке яблока и в соке тыквы. Чтобы не добавлять сахар, но подчеркнуть природную сладость ингредиентов, я добавляю такую хорошую щепотку соли. Кроме того, соль даст правильную консистенцию, правильную структуру будущего блюда. Затем нальем сюда теплой воды. Я беру такой же стакан, как и для овсянки, и отмеряю 3/4 стакана. И опять перемешиваю. Пускай овсянка набухает. Теперь в эту основу будем добавлять ингредиенты, которые улучшат вкус и дадут дополнительную пользу нашему блюду. Я беру 1 горсть изюма, 50 граммов, и измельчу его так, как он у меня довольно крупного размера. Вместо изюма можно взять любые сухофрукты по вашему вкусу. Также я измельчу 1 горсть грецких орехов. Орехов у меня немного, всего 30 граммов. Но, конечно же, как изюма, так и орехов можно по своему вкусу добавить больше. Также в эту массу я высыпаю пол чайной ложки такой полезной и очень ароматной корицы. Если вы не любите корицу, просто ее не добавляйте. И последний ингредиент – столовая ложка растительного масла без запаха. Душистую массу снова хорошо перемешиваем. Она уже сейчас пахнет очень аппетитно. Как видите, ни яйца, ни сливочное масло, никакие продукты животного происхождения мы не добавляем. Смотрите, к этому моменту овсянка у меня уже хорошо набухла. И я буду работать дальше. Если у вас хлопья длительного приготовления, просто притрамбуйте вот так эту массу и дайте хлопьям еще постоять несколько минут, чтобы овсянка набухла. Я беру большую такую сковороду диаметром 28 сантиметров, наливаю каплю растительного масла и смазываю сковородку. Здесь сразу хочу обратить внимание, что эту массу можно приготовить не только на сковороде, но и в духовке. Нужно просто взять массу ложкой, сделать такие плоские печенюшки, положить на противень и запечь. При температуре 180 градусов Цельсия или 350 градусов Фаренгейта. На выпечку этого печенья обычно уходит 20 минут. Но я сегодня готовлю на сковороде. Ароматную массу выкладываем ровным слоем и так вот уплотняем. Особенно подравниваем края. Затем сковороду помещаем на маленький огонь и накрываем крышкой. Через 10 минут низ этой запеканки подрумянился. Я сделаю такие движения, чтобы она хорошо отошла от сковороды. И верну на другую сторону при помощи тарелки. А чтобы запеканка легко скользила по тарелке, смажу ее растительным маслом. Оп. Чтобы точно ничего не прилипло, сковороду можем еще немного смазать растительным маслом. И опять отправляем сюда нашу будущую вкуснятину.
Теперь запеканку крышкой можно уже не накрывать. Если низ зарумянился, значит все готово. И я вам скажу, что аромат у этого блюда просто какое-то волшебство. Очень аппетитный. Вместо привычной овсянки приготовьте эту вкусную запеканку или пирог, как лучше назвать. Я уверена, это блюдо вас порадует. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. Напишите, что вы думаете об этом рецепте в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья, хороших новостей и мирного неба над головой. Я буду ждать с вами встречи, как всегда, в следующем вкусном видео.